Если вы не являетесь счастливым обладателем отдельной гардеробной при входе в квартиру, то прихожая становится самой перегруженной зоной. В ней смешиваются объемные куртки с длинными пальто, грязные сапоги с чистыми кроссовками, ключи с перчатками, шапки с письмами, а чеки с пакетами. И чем больше людей проживает в квартире, тем больше этих вещей. Чаще всего, входя в квартиру, человек вместо торжественного, красивого пространства сразу заходит в зону утяжеленного проблемами бардака. Поэтому, продумав грамотное хранение в прихожей, вы облегчите жизнь всем членам семьи. Об этом и будет это видео. По максимуму убирайте вещи в закрытый шкаф. А если в прихожей нет закрытого шкафа, то оставьте там только те вещи, которыми пользуетесь в данный момент. Закрытый шкаф для одежды, как тяжелую монотонную конструкцию, на самом деле совершенно не обязательно ставить на пол. Иногда его можно очень удачно подвесить по принципу подвесных кухонных шкафчиков. И снизу можно организовать очень удобное хранение для обуви, которое будет размещаться прямо на плитке и которое будет удобно в уборке. Редко используемые вещи убирайте в другие места, в вакуумные пакеты, в шкаф в спальне, на антресоль или под кровать. Это поможет существенно разгрузить прихожую. Но даже в узких пространствах иногда можно найти место для шкафа. Например, вы можете рационально задействовать все пространство вокруг входной двери, выстроив шкаф с антресолью вокруг нее. Если очень захотеть, то и открытое хранение можно сделать закрытым от глаз, при этом сохранив возможность легкого и быстрого доступа к вещам. Распределите крючки, полки для обуви и корзины для шапок и шарфов среди членов семьи. Практически как в детском саду, где у каждого ребенка есть свой именной шкафчик. Это облегчает и ускоряет процесс сборов и помогает поддерживать порядок. Каждый несет ответственность за свою зону. А еще таким же образом можно выделить отдельную открытую секцию, где в мокрые сезоны будет сушиться влажная уличная одежда. Можно заменить крючки на настенные и потолочные рейлы и использовать вешалки. Одежда на вешалке всегда смотрится лучше, чем огромные комья на крючках, и каждое пальто будет на виду. Рейлы, кстати, можно изготовить из металла на заказ любого размера и формы и адаптировать даже под самые малюсенькие пространства и ниши. По принципу объединения мелочей на одном подносе изобилие грязной обуви можно выставить на единую подставку, что хорошо и для уборки, и для красоты и порядка интерьера. Кстати, наполненный камешками поддон не такое уж хорошее решение, как может показаться в начале. Не у всех найдется время и терпение регулярно перемывать эти камешки. Пустой поддон тут гораздо практичнее. Не дать грязи расползтись по всей квартире в осенне-зимний период поможет большой коврик у входной двери. Причем чем он больше, тем лучше. Все потому, что он отлично зонирует пространство, как бы обозначая границы, куда можно наступать грязным ботинком, а куда нет. При этом тем самым он дисциплинирует всех членов семьи, особенно детей, и предоставляет большую площадь для маневренности во время переобувания. Для хранения чистой обуви лучше выбрать закрытую лаконичную обувницу или выделить секцию с полками в шкафу. Для обуви на самом деле подойдут достаточно неглубокие полки, поэтому их можно разместить как на торце шкафа, так и в узкой выдвижной секции. Да и в целом, на самом деле, любая ниша или уголок размером 20 на 30 уже сгодится. Шапки, шарфы, перчатки, сумки и прочие мелкие аксессуары довольно удобно хранить как на открытых, так и на закрытых полках, в шкафах и нишах, при этом распределив их по корзинам. Если в прихожей нет места для габаритной мебели, можно использовать консоль. Она может быть совсем узкой и поместиться даже в самую крохотную прихожую. А подвесная консоль еще и не занимает пространство на полу. При этом у вас будет удобное место, где можно разместить мелкие предметы, такие как ключи, очки, перчатки, щетки для обуви и квитанции. Не забывайте группировать их при помощи подносов и декоративных блюд, чтобы не разводить беспорядка. Подвесные шкафчики и полки могут стать еще одним вариантом для хранения, например, головных уборов, для хранения перчаток, шарфов и прочих мелочей. Кроме того, к их нижней части можно прикрепить ряд крючков или рейлингов для одежды, а иногда и сумок. Главное, не забыть предусмотреть в стене закладные, чтобы шкафчики могли выдержать большую нагрузку.
Для сумок также можно найти отдельное место, потому что на самом деле именно сумки очень часто валяются в прихожей, совершенно без дела. Но их можно красиво повесить, складывать в корзины или заранее придумать им место в закрытом шкафу. Очень мало, кстати, кто думает о сумках во время проектирования своего шкафа в прихожую. А вы подумайте. Еще существуют пикборды. И на таких пикбордах с переставляемыми колышками можно повесить не только сумку, но и одежду и разные аксессуары. Можно там разместить полки и дополнительные ящики для хранения или даже повесить велосипед. При наличии достаточного места, конечно. И вообще это прекрасная мультивариативная и недорогая система хранения, которую можно применять в любых помещениях и менять под любые нужды, так что присмотритесь к ней повнимательнее. Поставьте в прихожей банкетку, это очень удобно, и сумку поставить, и присесть, чтобы переобуться, и дополнительное место для обуви, если банкетка с полками и ящиками. А в небольшой прихожей банкетку может заменить маленький пуф или узкая подвесная лавочка. Если есть место, используйте в прихожей подставку для зонтов. О ней, кстати, очень многие забывают. И именно при ней зонты всегда будут около входа, под рукой, и вам будет куда сложить мокрый зонт после улицы. Кстати, этот аксессуар в зависимости от дизайна может даже стать изюминкой интерьера прихожей. Добавлять туда некоторой аристократичности. В прихожую желательно бы добавить света. Очень нечасто прихожая в квартире может похвастаться хорошим освещением, поэтому важно заранее продумать сценарий искусственного освещения, а еще лучше несколько сценариев: основной, потолочный и дополнительный, например, у зеркала в виде подвесного светильника, бра или настольной лампы, чтобы вы видели себя перед выходом в полном расцвете сил, а не как-то там страшно сверху, некрасиво подсвеченным и от этого зажимались. А как планировать освещение, мы подробнее разбираемся и практикуемся на моем курсе по дизайну, ссылка на который будет в описании к этому видео. Если этот ролик оказался вам полезным, вы можете поддержать его функцией «Супер спасибо», которая недавно появилась на канале. И я уверена, вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!